Знаете, что самое интересное? У нас есть свой редактор. Разработчики публикуют видео в другом редакторе, а сама игра создавалась совсем в другом редакторе. Три разных версии редактора, и у нас самая убогая. Добро пожаловать! Я люблю этот мир! Привет всем, с вами Кальян, и сегодня я расскажу вам о закрытых мирах. Тех самых мирах, в которых созданы все города в Скайриме, Совнгард и еще некоторое количество других локаций. Итак, как видите, только что запустил редактор. У меня даже ничего не загрузил. А, нет, загрузился, правильно. У меня загружен чисто Skyrim, никаких других плагинов я не запускал. Это не нужно сейчас мне. Собственно, давайте создадим новый мир. World Spaces. И здесь вы видите все миры, которые были созданы. Ну, нас интересует непосредственно новый, поэтому вот под списком правая клавиша позволит нам выбрать режим New. Создадим новый мир, придумаем ему название уникальное, которое бы отличало нас от других вот миров. И вот они все настройки. Тут, к сожалению, не все видно, потому что большое поле, но я потом подвину, покажу полностью. Итак, начнем сверху. Это имя. Имя нашего мира. Собственно, ничего тут сложного нету. Придумайте любой мир. Далее. Здесь так называемый Parent World Space. Это же, ну, так можно скорее перевести как родительский мир, то есть тот мир, который можно привязать к нашему миру. Я что имею в виду? Давайте выберем Тамриэль, стандартный мир, отметим ниже все галочки, просто их отметим, все как есть. Нажмем ОК, там внизу есть, и загрузим наш мир в списке ячеек. Вот пустоши, и теперь, как вы видите, ну да, отбросим убожество этих деревьев, как вы видите, ландшафт стал такой же, как и в Тамриэле, то есть вот ничего такого сверхуникального нету. Хорошо для тех случаев, когда где-то недалеко, ну, скажем, от Вайтрана, ну, где-нибудь в каком-нибудь вот у горы вы ставите свой дом, но хотите, чтобы дом был закрытым, и из него нельзя было туда-сюда шастать. Поэтому можно привязать такой ландшафт, и, соответственно, у вас все будет то же самое. Как видите, здесь нельзя выделить никаких объектов, потому что это все элементы ландшафта. С другой стороны, можно, если не ошибаюсь, это можно как-то редактировать, потому что это нужно редактировать. Вот, правая клавиша позволит редактировать ландшафты. Тут можно также поднимать, выравнивать поверхность. В принципе, здесь все то же самое, что и в обычных ландшафтах. То есть я тут, знаете, особых проблем не вижу. Все просто. Это если у нас привязан родительский мир, скажем так. Ну, в принципе, можно выбрать любой другой с тем же успехом и отметить эти вот все варианты. То есть, если мы выбрали Тамриэль, то я автоматически выбрал использовать ландшафт, который представляет собой вот этот весь ландшафт по таким координатам в высоту. Не спрашивайте, почему это выглядит так, но почему-то тут вот такие значения высоты, земли и уровень воды. Минус 27 тысяч и минус 14 тысяч. Ну, таково значение. Также можно выбрать лоды, то есть это то, что вы видите вдали. Они также могут использоваться лодами Тамриэля, или же можно их убрать, тогда у вас будут ваши лоды. О них я поговорю попозже. Также настройка воды и климат, который здесь есть. Ну, в качестве примера можно, например, взять Совнгард, отметить все как есть, нажать ОК. И сейчас тут надо все перезагружать, потому что возникают баги и всякие проблемы. Видите, тут вообще всякие дикости возникают с этим ландшафтом. То есть, ну, вообще тут лучше так сильно не... А, вот, отсюда хорошо видно. Совнгард. Я даже небо включу. Потому что вот наверху... Ой-ой-ой. Наверху вот то самое... Да что ж такое? Вот. Совнгарское небо.
И где-то тут внизу, вот там вот, видно. Поближе сейчас подвинусь. Если что, я стрелочками это делаю. И page up, page down для изменения. То есть можно сделать вот так вот. То есть, ну, к примеру, создать что-то внутри Sovngarde. Ну, так, на всякий случай, мало ли захочется. Но у нас будет свой уникальный мир, поэтому мы выберем None. То есть ничего брать не будем. Поэтому мы вручную можем задавать высоту земли, высоту воды. Главное, чтобы было так, чтобы значение воды было ниже, чем значение земли. В противном случае вся земля будет в воде. Это не самый удачный вариант. Соответственно, можно выбрать типы воды, которые есть. Там можно по умолчанию оставить дефолтное, поэтому также можно выбрать простой тип воды, а не как в лодах, и климат. У нас стоит сомногардский климат, можно выбрать стандартный, можно выбрать скайримский, ну, на ваше усмотрение. Далее, после всего этого, предлагаются взять настройки, связанные с картой, то есть, когда вы будете находиться в этом мире, у вас будет своя уникальная карта. И, соответственно, как я понял ниже, это позволяет либо скрыть значение маркера на карте. Ну, то есть, как я понял, вот это вот все поле показывает маркер по определенным координатам на мировой карте. Вроде как так. С другой стороны, в некоторых мирах это просто банально отключено, поэтому маркера нету. Но это пока сложно. Для чего нужны вот эти вот значения координат? Это, скорее всего, для ячеек, но я, опять же, пропустил их. Вы чуть позже поймете, почему я это сделал. Надеюсь, поймете. Далее, вот эти две функции, это два вида текстур, тень и поведение, окружающая среда, связанная с водой. Но на вики по Creation Kit тут вообще пусто, там даже нет информации. Далее можно определиться, нужна ли нам вода в лодах, ландшафты, небо, трава, можно ли путешествовать отсюда, можно ли спать здесь. Далее, чуть повыше можно поднять. Далее у нас идет, соответственно, музыка фоновая, локации, с которой можно попасть в этот мир. И затем Encounter Zone, это, как я понял, зона случайных встреч. То есть в этих зонах можно встретить рандомных персонажей. Об этом будет, наверное, тоже отдельно как-то сказано. А здесь настройки освещения, ну, для интерьера, ну, такая базовая функция. Так, что еще? Еще тут есть... Оп, поползем вниз. Еще здесь есть настройки карты лодов для нормалей, для диффузной карты, это тоже для текстур. Честно говоря, я что-то не обратил внимания, по-моему, тут ее нигде... А, нет, кое-где используется в некоторых местах. Значит, это все-таки функция пользуется. Хотя пользуется только в Sovngarde, потому что... Ладно, я соврал, в черном пределе еще. Здесь больше толком нигде ее и нету. Соответственно, далее это настройка, отмечающая малый мир. Сделано это для того, чтобы было показано... Ну, для скорости загрузки там какая-то особая возможность загрузки данного мира. И фиксированное измерение — это ограничение по ячейкам, как я понял, в мире. В принципе, можно вот так вот оставить. Вот такие банально вот такие вот настройки, ну, какие-нибудь там музыку можно выбрать. Вот как-то так это может выглядеть все. Далее нужно нажать лишь ОК и все. То есть с этим проблем никаких нету. Но вот мы создали мир. Вот он у нас есть на основе... Не важно на основе чего. Сейчас еще раз проверю. На основе климат Sovngarde мне не нужен. Окей. Так. Вот. Банально обычный климат. Сейчас только небо выключу. Вот. Все. Для удачного поворота рекомендую взять какой-нибудь объект и выкинуть его в мир, чтобы вокруг него ориентироваться. Как вы видите, здесь очень ровный пейзаж, все очень ровно, а нам же нужны высоты. В принципе, тут два варианта есть. Либо вы открываете редактор ландшафта, и вы начинаете рисовать, да, сейчас, вот. То есть сами создаете, двигаете, там и прочее. Выбираете какие-то текстуры, красите все это. Ну, то есть создаете весь ландшафт сами в редакторе. Ну, это непосредственно такая личная ваша работа. Как вы хотите, так вы и делаете.
А есть второй вариант, можно воспользоваться картой высот, которая сгенерирует нам ландшафт. Ну, в большинстве своем этот способ, второй я имею в виду, куда проще, потому что, ну, конечно, можно вот так вот создавать, но это будет крайне-крайне утомительно, и это вообще дико долго. Такой извращенный способ, я бы сказал. Можно, но не знаю, только если знаете какой-нибудь маленький мир. Хотя в таком случае проще использовать какой-то готовый родительский мир и привязывать его. Собственно, теперь нам необходимо перейти в раздел HiMap Editing, выбрать наш мир, и нам откроется вот такое вот поле. Это карта высот. Есть такая картинка, вот вы видите ее сейчас на экране. Она как раз показывает цветовую гамму, необходимую для карты высот. То есть самое маленькое, самое синее такое темное значение – это высота. Минимальное значение, да, самое минимальное значение, которое может быть, это минус 8192, а самое максимальное, как вы видите, отмечено рядом. GU – это Game Unit, то есть юнит игровой. Собственно, цвета, которые здесь есть, они как раз показывают высоту. Соответственно, если мы выберем режим кисти и будем рисовать, вот сейчас я размер задам, вот, цвета, это вот красный цвет, но в принципе есть возможность красить, выбирать цвета, то есть пипетка. Так вот, ладно, пройдемся по порядку. Файл, сохранить, перезагрузить, удалить все ячейки, делать это не советую. Импорт или экспорт карты высот, сгенерировать лоды или же выход. Это настройки вида, это отменить, инвертировать выделение. Ну, туда-сюда скопировать. Это такое основное, почти везде базовые понятия. Соответственно, далее вынесены некоторые кнопки, которые есть здесь, вот часть некоторых функций, так же как сохранить или отменить. Полезным я бы отметил сеточку. С ней просто удобнее редактировать сами ячейки и делать карту высот. Удобная функция. Чуть ниже спустимся, это настройка кисти, соответственно, размеры, интенсивность воздействия. Далее... А далее тут те параметры, которых я не понял, потому что, ну, во-первых, я не сильно пытался понять, по одной простой причине, которую я, опять же, чуточку позже скажу. В принципе, можно нажать кнопку, допустим, Generate, она создаст шум, карта там как-то профильтруется, проработает, применятся все эти фильтры, появятся какие-то всяческие... Сейчас я уберу. Курсор периодически пропадает. Появятся всякие такие вот неровности, ну какая-то такая неровная карта. Но знаете что? Давайте гипотетически оставим все это так, как есть. То есть не буду я... Сейчас, где там... Можно, конечно, каким-то там чем-нибудь пройтись. Я попробую это сейчас сделать, курсор опять появится. То есть можно как-то это все вот так вот прокрасить, например. Но, знаете, это все не имеет смысла, потому что когда я пытаюсь это все сохранить, редактор вылетает. То есть, зачем нам это все, если редактор банально не работает с картой высот? Так что создавайте все с помощью Landscape Editing. Вручную. Больше нету вариантов. Так что на этом, наверное, все. С вами был Кальян, и до скорых встреч! Воу-воу-воу-воу, ладно, я пошутил. Я знаю, как это исправить. Можно создать карту высот. Способ есть, это несмотря на то, что редактор вылетает. Я расскажу о нем во втором видеоролике. Тут где-то сейчас вот появится ссылка, тут много будет ссылок. И там как раз можно будет импортировать карту высот, и там будет готовый ландшафт. Все будет красиво и культурненько. Так что нажимайте, переходите. Все есть, все будет. Спасибо за внимание, с вами был Кальян, и переходите во вторую часть. Пора бы уже. Хватит, переходите.